again to California to work with Hubbard shooting movies. По отбытию наказания меня опять привели в Калифорнию, и я с Хаббардом вместе работал, снимал с ним фильмы. And again, he assigned me to the RPF, this time for joking. И вновь получил срок по отряде революционных проектов, потому что ему показалось, что я шутил. He got the idea that I was joking about his movie making. Ему показалось, что я шутил над тем, как он снимает фильмы. In fact, I was not. На самом деле я не шутил. As I can see, you are all able to laugh. Как я вижу, все можете смеяться. Inside Scientology, it was a crime to laugh about the wrong thing. Внутри саентологии смеяться над не тем было считалось преступлением. I stayed 8 months at that time in the RPF. В этот раз я провел 8 месяцев в отряде революционных проектов. And then when I got out, I worked in Hubbard's household unit at a new base that they had bought in Gilman Hot Springs, California. И когда я вышел, то меня назначили работать в ближайшем окружении Хаббарда на новой саентологической главной организации, которая размещалась в местечке Gilman Hot Springs, Калифорния. And Gilman Hot Springs is the current headquarters of Scientology. The present leader, David Miscavige, lives there. И до сегодняшнего дня это штаб-квартира саентологии, нынешний лидер саентологии и диктатор ее, Дэвид Мискевич, он там проживает. At the beginning of 1980, there was a threat of a raid. В начале 80-го года была угроза того, что американская полиция проведет обыск в этом месте. I understood what that meant because the Federal Bureau of Investigation had raided Scientology in 1977. Все было, я прекрасно понимал, что это значит, что в 1977 году ФБР уже проводило обыски в саентологических штаб-квартирах. And 11 of its intelligence personnel were charged in United States federal court, convicted and sentenced to prison. И 11 руководителей саентологической разведки, кусочек саентологических чинов, включая жену Хаббарда, Мэри Сью, были осуждены на тюремное заключение. There was a constant threat and awareness wherever I was in Scientology of a raid by police or other authorities. Все время, что я был в саентологии, было постоянное ожидание и опасности того, что полиция или другие правоохранительные органы проведут обыски и начнут действовать против саентологии. And at that time, everyone was ordered to destroy any documents which showed that Hubbard had been to the property, that he intended to live there, that he controlled Scientology or controlled Scientology finances. И пришел приказ уничтожить все документы, касающиеся того, что Хаббард когда-либо был в этом месте, когда-либо там жил, собирался когда-либо жить, что он руководил саентологией или что он имел какое-то отношение к финансам саентологии. And in this search for documents which incriminated Hubbard, one of my juniors discovered a box of very old material in his personal archive. И мы переворачивали все повсюду, все, чтобы найти документы, которые могли как-либо нанести вред Хаббарду. И одна из моих подчиненных обнаружила ящик, коробку с очень старыми документами, касающимися Хаббарда. She brought this box to me, and I decided that it should not be destroyed because of its historical value. Она это принесла, я посмотрел и сказал, что его нельзя уничтожать, потому что он исторически представляет великую историческую ценность. And then we discovered approximately 20 boxes of similar material in Hubbard's personal effects. И потом мы нашли еще около 20 коробок, тоже вот с личными документами Хаббарда. And I petitioned Hubbard to then assemble an archive of his personal documents and do the research for a biography.
И я тогда подал прошение Хаббарду создать архив его личных документов и написать новую авторизованную версию его биографии. Ironically, Hubbard approved my petition. Как ни странно, но Хаббард позволил мне это сделать. Дал добро. And I spent the next 2 years assembling this archive and working with an outside non-Scientologist writer by the name of Omar Garrison. И 2 года я провел, значит, собирая этот архив, и мы наняли не саентологического писателя, чтобы предоставить документы, чтобы он все написал замечательную новую биографию, звали его Омар Гаррисон. And during the course of my research and study of his personal documents, I deprogrammed myself. И в ходе вот этого моего исследования, изучения личных документов Хаббарда, фактически я сам себя депрограммировал. And I documented that he had lied about virtually every aspect of his life. И я увидел и документированно можно подтвердить, что он лгал относительно буквально каждого аспекта своей жизни. He claimed, for example, to be a civil engineer and a nuclear physicist. Например, он заявлял, что он является инженером-строителем и ядерным физиком. And this was very significant to me. И для меня это очень много значило. It was what it was in Scientology advertisements. Это то, что саентология во всех своих рекламах печатала. Which brought me in and kept me there for all those years. И это то, что из-за которого я туда попал и за которым я там продолжал быть в течение этих долгих лет. He in Scientology claimed that he had been crippled and blinded during the Second World War. Он и саентология своим заявляли, что Хаббард в ходе боевых действий был искалечен и потерял зрение во время Второй мировой войны. He claimed to have been awarded 27 medals, including 2 Purple Hearts. Он заявлял, что он был награжден 27 военными наградами, в том числе и 2 орденами «Пурпурное сердце» за ранение во время совершения геройских поступков. Purple Hearts are medals which are awarded. Yeah, I just explained what's He lied about his family, he lied about his wives. Он лгал относительно своей семьи, он лгал относительно своих жен. And he lied about explorations which he had claimed. Он лгал относительно своих исследований и путешествий, которые он совершал. Yes. So he was not a civil engineer, not a nuclear physicist. Он не был инженером и не был ядерным физиком. He flunked out of his second year of university. Его выпили с 2-го курса университета. Regarding medals, he received 4 standard service medals. Относительно медали, он всю войну провел на тыловых должностях и получил 4 обычных медали за выслугу лет. He was not crippled and blinded. He was never wounded in action. Он не был искалечен, не был ослеплен, не терял зрение, никогда не получал боевых ранений, поскольку он, собственно, не был на боевых действиях. He, in fact, was a malingerer. Someone who avoids work. Yeah, that's the word. Yeah, that's what I said. Ну, то есть, на самом деле, он просто уклонялся от участия в боевых действиях. Importantly, when I began to see that Hubbard was virtually a pathological liar, the whole of Scientology fell apart for me. Вот тогда, когда на самом деле я увидел, что Хаббард был патологическим лжецом, то, собственно, вся саентология для меня все отпала. I had to confront the fact that Scientology does not work. И я тогда должен был признать тот факт, что саентология не работает. As I mentioned, my IQ did not go up 1 point. Как я уже сказал, мое IQ ни на пункт не повысилось. I didn't have any of the promised superpowers. Я не получил ни одну из обещанных мне сверхвозможностей, сверхспособностей. And I had to confront the fact
that I had wasted all those years. И я должен был признать тот факт, что я потратил впустую 12,5 лет моей жизни. And also confront the fact that now I was going to have this aggressive criminal organization target me. И я также должен был признать для себя и согласиться с тем, что теперь с этого момента вот эта вот агрессивная организация всей своей тяжестью вернется против меня. So I made plans and escaped. Так что я запланировал, специально подготовился к побегу, и мне удалось бежать. If I had not escaped, I would have again been locked up. Если бы я не бежал бы, то, конечно, меня бы опять заперли бы. And because of my state of mind at that time and my firm opposition to Scientology, I would have been kept there and killed. И поскольку я слишком много знал, поскольку я был настроен категорически против саентологии, из-за того, что я узнал, меня, конечно, живым бы оттуда не выпустили. But I did successfully escape. Но я все-таки, да, мне удалось бежать. And as I knew would happen, Scientology immediately targeted me. И как я, собственно, и ожидал, саентология немедленно, собственно, сделала меня мишенью. They, in addition to assaulting me, which I've mentioned, Ну, кроме того, что вот как всех нападений на меня, которые я уже упомянул, they have sued me 6 times. сюда было 6 судебных процессов. The first case in which they sued me went to trial in Los Angeles in 1984. Первый процесс, который когда они подали на меня, суд начался в Лос-Анджелесе в 1984 году. And this is a very famous judgment in which the judge condemned fair game as a practice. Это знаменитое решение, в котором судья осудил честную игру как метод. And declared Hubbard to be a pathological liar. И объявил, что Хаббард является патологическим лжецом. Scientology could not stop at that, however. Но на этом саентология, конечно, не остановилась. But have continued to this day to consider me a major enemy. Но до сегодняшнего дня считают меня главным врагом. Ну, достаточно биографии. Okay. So the questions. Yes. Теперь ваши вопросы. Можно задать вопрос? Ну да. Okay, if I'm going to talk loud, I'll try. I'm saying a little bit. Вы скажите по-русски. Хорошо. Все понятно. По поводу разрушения семьи, то, что у него было несколько жен, как он это объяснял всем вокруг? То, что у него была семья и вообще все разводы и все остальное. About ruling family, how did Hubbard explain that he had several wives? How did he explain it to other people? If he was so much in the family, how did he himself couldn't family? Well, I think the answer is obvious. He was a liar. Ну, я думаю, ответ очевиден. Хаббард был лжецом. And Scientologists are liars. И саентологи также лгут. Scientology claims, as Hubbard claimed, to have the technology to improve family relations. Саентология заявляет, так же как и сам Хаббард заявлял, что у них есть особая технология, как улучшить семейные отношения. But in truth, they break up families. Hubbard broke up families, and he broke up his own family. Но на самом деле они разрушают семьи. Хаббард, он и другие семьи разрушал, и свою собственную семью тоже свои собственные семьи тоже разрушал. У него не одна семья. Hubbard's second marriage was bigamous. Когда Хаббард женился второй раз, он стал двоеженцем, потому что он не развелся со своей первой женой на тот момент. He kidnapped the daughter of his second marriage and took off with her to Cuba in 1951. В 1951 году он похитил дочь от своего второго брака и спрятал ее на Кубе. And then he denied his paternity and
blamed someone else for being her father. Потом он решил отказаться от того, что он был отцом этой девочки, и другого человека обвинил в том, что он является ее отцом. And I met that daughter, and she, of all of his 7 children, looked most like him. И я встречался с этой дочерью, из всех его 7 детей от разных женщин, она больше всего на него похожа. Thank you. Можно вопрос? А существует ли какое-либо взаимодействие, взаимосвязь между саентологией, с масонскими организациями, сионистскими, что-нибудь подобное? Is there a connection between Scientology and Masons or something like that? I don't believe there is a connection, direct connection between Scientology and Masons. Я не думаю, что есть прямая связь между саентологией и масонами. But there is a definite connection between Scientology and occultism. Но есть прямая связь между саентологией и оккультизмом. During the time when Hubbard claimed that he had already started Scientology, В те годы, когда Хаббард заявлял, что он уже начал саентологию, he was involved with one John W. Parsons, он тогда очень дружил, занимался совместными делами с неким Джоном Парсонсом, who was a devotee of Aleister Crowley. который был последователем Алистера Кроули. And Aleister Crowley is the founder of the Ordo Templi Orientis, И Алистер Кроули основатель Ордо Темпли Ориентис, which is a black magic occult group. который является оккультная группа, которая занимается черной магией. It is certain that there are aspects of occultism in Scientology. И очевидно, что в саентологии есть много аспектов оккультизма. And Hubbard, of course, claims that Scientology is scientific in its basis. Конечно, Хаббард уверяет, что саентология в своей основе она научна, But the real source of Scientology is occultism. но настоящий источник саентологии это оккультизм. Можно вопрос? Можно? Чем опасна саентология для их последователей саентологов? Чем для них опасна? И чем она привлекает в первую очередь людей в свою организацию? How Scientology is dangerous for Scientologists and how did it lure people in? I think it's specific. It's dangerous to an individual psychologically. Саентология опасна для личности психологически. It alters the human psyche, Она изменяет сознание человека, replaces the extremely valuable human conscience with Она- Hubbard's system. она уничтожает человеческую совесть и замещает ее с хаббардовской системой координат. It's dangerous to families, which I've mentioned. Она опасна для семей, потому что она разрушает семьи, я уже упомянул это. It's dangerous to finances. Она опасна в финансовом состоянии человека. It is dangerous to people outside, which I mentioned, like myself. Она опасна для людей, которые вне саентологии, но я тоже упомянул таких, как я, например. It's dangerous to the social order. Она опасна для социального порядка. It's dangerous to nations. Она опасна для государств. It's dangerous to businesses. Она опасна для деловых, ну то есть для промышленности и для бизнеса. Можно вопрос? У меня вот такой вопрос. Сейчас в России очень часто можно услышать, что Соединенные Штаты являются страной с образцовой демократией, с образцовой юридической системой. Now in Russia we can often hear that the United States has an exemplary democratic state and exemplary judicial state. А каким же образом в образцовой стране возможны такие дикие переговоры против власти? И объясняется ли это очень высоким уровнем коррупции? So how is it possible in such an exemplary state, such a wild decisions against you, and could it be explained by a very high degree of corruption?
it is explained by a high degree of public relations. Это объясняется тоже высокой степенью пиара. And also by a high degree of corruption that the public relations covers. И это также в значительной степени, в высокой степени коррупции, которую покрывает пиар. Very importantly, the United States has a completely different view of religious freedom than what Europe and we recognize. И это тоже очень важно понять, что в Америке совершенно иной взгляд на религиозную свободу, чем тот, который признан в Европе и среди нас. Freedom of religion in the United States has come to mean freedom for the religious corporation to suppress and destroy the religious freedoms of its individuals. И сейчас в Соединенных Штатах религиозная свобода значит свобода религиозной корпорации подавлять и уничтожать свободу личности. There was a judgment, in fact, last year in 2010. Вот это да, очень важно, потому что я про это еще пока не знаю, к сожалению. It's important because we don't know about it. В прошлом году, в 2010 году, было принято судебное решение, in which the court ruled that Scientology was free to lock people up. И было судебное решение, в котором было признано, что саентология имеет право удерживать людей насильственно, запирать их. And if they escape, go back and bring them back and lock them up. И если они бегут, то она имеет право за ними гнаться, отлавливать их и возвращать назад насильно. And the basis for that is because it is the religious doctrine of the corporation to do so. И основа этого решения, потому что таково религиозное учение корпорации. Значит, есть такое решение, такое учение религиозное, оно должно быть поддержано. So it's quite easy to understand why Scientology chose to be a religion. Так что теперь очень понятно, почему саентология предпочитает называться религией. So that it can get away with abusing people and other human rights. Поэтому ей фактически будет можно нарушать права человека и издеваться над людьми, и все это в рамках религиозной доктрины. That's another case that I hope to speak to the Justice Ministry about. И это еще один случай, о котором я надеюсь завтра поговорить в Министерстве юстиции. But maybe you should also tell about support of Scientology by the government of the United States as of 1993. Сейчас еще просто дополнить, Okay. The United States federal government for many years opposed Scientology, and in fact, as I mentioned, raided Scientology's intelligence bureaus in 1977. Вообще американское федеральное правительство долгие годы противилось саентологии. Даже в 1977 году, как я уже сказал, оно провело такие очень жесткие обыски саентологических офисов по всей Америке. And until 1993, и до 1993 года denied Scientology tax exemption. Отказывалась признать саентологию религией и отказывалась освободить ее от налогов. But for a number of reasons, in 1993, the federal government made a strategic decision to quit opposing Scientology. Ну, по целому ряду причин в 1993 году правительство Соединенных Штатов приняло стратегическое решение прекратить противиться саентологии and to make an ally of Scientology. И сделать ее своим союзником. And since 1993, they have promoted and defended Scientology around the world. И начиная с 1993 года они саентологию поддерживали и защищали ее по всему миру. I believe that this was a strategic decision made by the U.S. intelligence community. И я считаю, что это стратегическое решение было принято по подсказке американских спецслужб. I may have mentioned Scientology at its core and in operation is a massive intelligence organization. Я уже это упомянул, я повторю, саентология в своей основе и в своей деятельности это организация, это спецслужба, организация по сбору данных. They obtain and use intelligence
from all levels of society. Они получают и используют информацию со всех уровней любого общества. From their own personnel during the auditing process, each person divulges their innermost secrets. А во время процесса аудитинга их собственные сотрудники, они из каждого человека, которого они аудитируют, они вытягивают его, вытаскивают все его секреты, самые сокровенные его тайны. Their innermost thoughts, their whole sexual history. Все его мысли, всю сексуальную историю. Details about their families. Подробности относительно семьи, каждого члена семьи. Anything embarrassing, anything for which they could be prosecuted. Все, чего человек стесняется, все, за что его можно было как-либо привлечь к ответственности. All of this information, details are written down or otherwise recorded. Все это фиксируется на аудионосителе и записывается от руки. Scientology equates that process with the process that you know of confession. Саентология обычно, когда говорит об этом, она говорит, это нечто вроде исповеди. But the people to whom the confession is made, the auditor, do not keep those secrets secret. Но аудитор, который получает эти данные, которому якобы исповедуется, он никакой тайной исповеди не хранит. That information is provided to Scientology's intelligence and enforcement arms, attorneys, any way that Scientology can use it. И вся эта информация, она передается внутри саентологической разведслужбе, адвокатам и, собственно, всем, кто может использовать эту информацию. Additionally, Scientology's intelligence personnel seek data, information, intelligence from every stratum of society. И помимо этого, саентологические разведслужбы, они ищут и все время стремятся получить информацию о всех людях, которые их интересуют, из каждого слоя общества, из каждой профессии, то есть любого человека, который как-либо может им заинтересовать и понадобиться. From government, Начиная, то есть это правительство, полиция, businesses, из предпринимателей, the entertainment industry, индустрии развлечений, medical organizations, медицинские организации, schools, школы. everything. The flow of information that Scientology obtains on a daily basis is massive. То есть этот поток информации, который саентология получает ежедневно, это просто громадный поток информации. And so it's very easy to see why why the United States would want to have Scientology as an ally rather than working against them. И тут достаточно легко понять, почему Соединенные Штаты предпочитают иметь саентологию в качестве союзника, чем бороться с ней. And you should mention that all this information flows one way. The orders come from Los Angeles and the orders in Scientology all come from Los Angeles. Все приказы по всем саентологическим организациям по всему миру, они происходят из Лос-Анджелеса, они расходятся по всему миру из Лос-Анджелеса. And the flow of intelligence information all goes to Los Angeles. А вся информация со всего мира, она стекается в Лос-Анджелес. So it's very easy to see why the United States would defend and promote Scientology around the world. Понятно, почему правительство Соединенных Штатов будет защищать и продвигать саентологию во всех странах мира. And in so doing, turn its back on Scientology's victims. И таким образом и обращаться спиной ко всем жертвам саентологии. The federal government knows about my case. Федеральное правительство знает про мой случай. And it is indeed a problem for them. И это на самом деле действительно для них проблема. So for me, the threat is really not only from Scientology, Ну, для меня, соответственно, угроза не только от саентологии, but from the U.S. federal government. но также от американского федерального правительства.
and its intelligence tentacles. И все щупальца его разведорганизации, щупальца его спецслужб. Еще вопросы? Можно? Вот там давно Да, благодарю, спасибо. Добрый день, меня Ярослав зовут. У меня вопрос, если честно, будет два. Первый, я так предполагаю, что когда вы пошли в организацию саентологии, по всей видимости, вы хотели добиться какой-то истины, прийти к ней. Но так получилось, что та картина мира, которая у вас была в организации саентологии по прошествии 12 лет, она полностью разрушилась. Соответственно, мой первый вопрос заключается в том, та картина мира у вас разрушилась. Что сейчас для вас является истина? И как вы себе сейчас видите картину мира? И если позволите, сразу второй вопрос. Отчасти вы уже на него ответили, я хотел просто поинтересоваться. Когда саентологи пытаются зацепить людей, я так понимаю, с точки зрения любой организации такого уровня, как разведки, они, по всей видимости, должны многократно где-то подставить человека для того, чтобы сделать его рабом, соответственно, своей организации. Ввиду этого я хотел поинтересоваться, какого рода крючки они используют для того, чтобы сделать человека своим рабом. И как следствие вы хотите обратиться в юстицию нашей страны, но я так понимаю, что у нас тоже есть спецслужбы, которым тоже интересны механизмы, трансферы, логика и структура разных организаций, которые тоже ведут такую свою корпоративную политику. Не боитесь ли вы, что здесь, пытаясь найти защиту, некоторые структуры с нашей стороны попытаются, вас переманив на свою сторону, воспользоваться этими структурными знаниями и, соответственно, применить их здесь, на территории России, но уже в своих интересах? Спасибо. That's all. Since I left Scientology, с тех пор, как я покинул саентологию, I have indeed sought the truth. Я искал истину, действительно. And I have found that the truth is within me. И я тогда нашел эту истину. I became a Christian. Я стал христианином. And the Holy Spirit is the Spirit of truth. И Святой Дух — это Дух истины. God is truth. Бог есть истина. So I now know that I was kept safe throughout my whole experience in Scientology, throughout all of these years as fair game. И я знаю, что, собственно, мне удалось выжить, несмотря на мои 12 лет саентологии, и потом все уже почти 30 лет честной игры. And not by anything that I did, не какими-то моими силами, не тем, что я сделал, by what God did in me. но то, что делал Бог через меня. Regarding the FSB, for example, относительно ФСБ, например, I would welcome an opportunity to speak to them. Я был бы очень рад возможности с ними поговорить. I doubt that they would recruit me. Я очень сомневаюсь, что они меня смогли бы завербовать. Что они хотели меня завербовать? I think that I'm probably too independent thinking. Я думаю, что я, в любом случае слишком так независим мыслью. And some time ago, I gave up the idea of intelligence, that is espionage,
completely. И некоторое время назад я полностью отказался от любой идеи разведдеятельности, то есть шпионажа. So I do not get involved in schemes Я никакие там схемы не строю, or secret machinations. а никаких секретных махинаций я тоже не участвую. But again, I would welcome to talk to them. Но я с удовольствием с ними бы поговорил. I must trust that they have the interest of the country. Я все-таки должен верить, что они в первую очередь руководятся интересами страны, руководствуются интересами страны. As their first directive. Как, собственно, их основная мотивация. So, in that sense, we share to a small degree a common enemy. Так что в определенном смысле у нас есть общий враг. And I would hope that if they did contact me, that they would use my information, my situation judiciously to help Russia and Russians. И я надеюсь, если бы они со мной связались бы, то они используют мою информацию правильно для того, чтобы помочь России и русским. But I'm not an intelligence operative, and I could not be one. Но я, собственно, разведкой не занимаюсь, я никогда не мог заниматься. But thank you for excellent questions. Ну, спасибо за хорошие вопросы, за отличные вопросы. Здравствуйте, меня зовут Сергей, у меня два коротких вопроса. О чем, если не секрет, вы будете завтра говорить с представителями Министерства юстиции? И второй вопрос. Скажите, пожалуйста, поподробнее, если можно, о распространении саентологии в России, вообще чем это нам грозит, насколько наши люди легковерны, насколько мы можем представлять интерес для саентологов. Okay. As I understand, the first question had to do with I am going to talk, really I hope to answer all of their questions, but I will be talking about legal matters. I mentioned that Russia has legal matters concerning Scientology in the European Court of Human Rights. В России есть юридические проблемы с саентологией в Европейском суде по правам человека. And as I also mentioned, there are many individuals in Russia and organizations in Russia which act in concert with me. И, как я уже упомянул, в России есть много личностей и организаций, которые, согласно американскому приговору, действуют в согласии и сотрудничестве со мной. My goal is to have my legal situation as it affects me and others end. Моя цель это чтобы юридический казус, в который я попал, чтобы и не только я, но и другие люди, чтобы он прекратился. Да. But while it is going on, to make as much use of it as possible. Но до той поры, покуда он остается в силе, максимально, настолько можно его использовать. History of Scientology in Russia and why Scientology would be interested in Russia. Okay. I probably do not have as much information as maybe even you have about Scientology in Russia. Ну, наверное, все-таки, возможно, даже у вас больше, чем у меня, информация относительно Саентологии в России. But when the Soviet Union broke apart, но когда Советский Союз распался, there was a flood of Scientologists and other cults from the West into Russia. В России был поток саентологов и других тоталитарных сект Запада.
in a sense, Russia at that point became fair game for Scientology. В некотором смысле можно сказать, что в этот момент Россия сделалась законной добычей или честной игрой для саентологии. Russia had, to some extent, been cut off from knowledge about organizations like Scientology. В то время Россия была просто отрезана от информации о такой организации, как саентология, таких организаций, как саентология. And consequently, Scientology expanded in Russia and spread rather rapidly. И в связи с этим саентология распространялась в России и очень быстро развивалась, и очень быстро распространялась. Scientology always lies about its membership. Саентология всегда лжет относительно своего членства. For decades, it has been claiming to be the world's fastest growing religion. В течение уже десятилетий она заявляла о себе как самая быстро растущая религия в мире. And just today, Dr. Dvorkin had some statistics that Scientology claimed about its membership here. И только сегодня вот я нашел в интернете статистику, которая сама саентология заявляет о своем о количестве своих членов в Турции. То есть там вот она заявляет, что в Москве у нее 125 тысяч последователей саентологического заявления, а в России более 500 тысяч. Но это, сами понимаете. So behind Scientology's spread, there is now a spread of information. Но за распространением саентологии на самом деле стоит распространение информации. And as this crowd here evidences, people are becoming educated about this cult. И вот хотя бы даже ваше присутствие показывает, что люди получают все больше настоящей информации, подлинной информации об этой секте. And Russia is already a civilized, educated country. И Россия является цивилизованной, образованной страной. So my prediction would be that education here will beat Scientology. И мой прогноз, что все-таки образование тут победит саентологию. The mass of material on the internet at this point makes it virtually impossible for Scientology to get what it wants, which is total control. И та критическая масса информации, которая есть уже в интернете на сегодняшний момент, она делает совершенно невозможным для саентологии получить то, что она хочет. Это контроль над миром. And consequently, Scientology is expanding now into third world countries. Так что сейчас основное распространение саентологии происходит в странах третьего мира. And that's another area of serious danger. И это еще одна область географической серьезной опасности. And the dangers of Scientology are really what I already articulated. They're dangers to the individual, dangers to family. Это собственно, то, что я уже сказал, опасность саентологии, это опасность личности, опасность семьи, danger to democracy, опасность демократии, danger to society, danger to the nation. И опасность для страны. And all of those dangers have to be recognized. И все эти опасности должны быть признаны, to really deal with Scientology as a threat. Чтобы и относиться к саентологии так, как действительно как к опасности. Да, там вошел. Добрый день, Дьякон Петр Иванов, Богословский факультет. Мой вопрос следующий. Скажите, пожалуйста, на сегодняшний день много ли людей, так же как и вы, принимают решение выйти из секты, и существуют ли какие-то программы реабилитации для таких людей? I left at the
in the end of 1981. Я покинул организацию в конце 1981 года. And at that time, there were very few people who were speaking out. И в то время было очень мало людей, которые выступали против саентологии. Now, I would say that the numbers have multiplied considerably. Я сейчас скажу, что количество этих людей выросло в очень значительной степени. But Scientology is still able to silence people who leave. Но саентология по-прежнему, у нее есть много возможностей для того, чтобы заткнуть рот людям, которые покинули организацию. They silence them by legal means, Они заставляют замолчать юридическими способами, by threat, угрозами, by holding over them connections to their families and friends who are still inside. шантажируя их, что они прервут связи с теми их членами семьи и друзьями, которые по-прежнему находятся внутри саентологии. Scientology also runs covert operations in order to compromise people who leave. Саентология также проводит секретные операции для того, чтобы скомпрометировать тех людей, которые покидают ее, которые уходят из секты. And even sets up its own phony organizations which pretend to offer help to victims of Scientology. И даже создает свои собственные псевдоорганизации, фальшивые организации, которые заявляют, что они оказывают помощь жертвам саентологии. So, in a sense, there are more people speaking out. The internet is full of critical material Да, about то есть, Scientology. можно сказать, сейчас намного больше людей, которые там, говорят про саентологию, интернет просто он наполнен критической информацией о саентологии, исходящей от самых разных людей. In the last 3 years, there have been 4 very critical books written about В Scientology. последние 3 года было написано 4 очень критических книги о самыми членами саентологии и недавно покинули организацию. I look at it this way, that Scientology is still an incredible threat. Я вижу это таким образом. Саентология по-прежнему является невероятной опасностью, являет из себя невероятную опасность. But the result is in the balance. Но результат сейчас как-то балансируется. So they have neither won nor lost. Они пока не выиграли, но и они не проиграли. But all signs, to me, point toward Scientology's power being removed and that Scientologists are on the wrong side of this battle. Но все знаки мне показывают, что саентологическая власть уменьшается, и мне кажется, что они не на той стороне в этой войне. And when things are in a balance like this, just a little hope can move that, a little word can have a great effect. И когда вот такое равновесие, то тогда только небольшой толчок, не может быть какое-то там небольшое деяние, может нарушить это равновесие и все покатится в другую сторону. Здравствуйте, меня зовут Вячеслав. Расскажите, пожалуйста, что из себя представляли лагеря реабилитационных проектов, о которых вы рассказывали? Кто он, католик или кто? Спроси. Okay. Hubbard created the Rehabilitation Project Force in the beginning of 1974. Хаббард создал отряд реабилитационных проектов в начале 1974 года. People were assigned to it if he viewed them as non-producers. Туда людей помещали, если он видел, что они мало производят. That is, they didn't work hard enough. То есть они работают не так тяжело, как ему хотелось бы. And people could be assigned for a simple movement of the needle on an e-meter. И также людей могли туда приговорить за
просто небольшое движение стрелки на электропсихометре, на эмметре. Стрелка не туда двигалась, все уже это могло быть достаточно. Электропсихометр или эмметр — это такой базовый сейсмологический инструмент, при помощи которого проходит аудитинг. Это такой экран со стрелкой, который повернут к аудитору, сейсмологический сотрудник, которого проводит аудитируемый или прикреп. Он держит в руках два электрода в виде консервных банок и проходит электрический ток через это. Это такой примитивный детектор лжи. И, соответственно, то есть, человек вводит в легкое трансовое состояние. Ну, мои студенты про это знают. Все говорили для тех, кто не мои студенты, вводят в легкое трансовое состояние. И дальше, значит, из него вытягивают всю информацию. Все это может продолжаться часами, 4, 5, 6 часов. Вот это вот электричество постоянно через человека проходит. Он с закрытыми глазами в трансе, и стрелка двигается. То есть в какой-то момент, когда стрелка начинает двигаться определенным образом, то говорят, что все закончено, проблема решена, в следующий раз следующая проблема. И так далее. И вот если стрелка двигается не в ту сторону, то могли приговорить к отмену революционных проектов. And in reality, people were assigned completely arbitrarily. То есть на самом деле люди приговаривались совершенно произвольно. If Hubbard detected a smell that he didn't like, например, если Хаббард чувствовал запах, который ему не нравился, the person who created that smell could be sent to the RPF. Человек, от которого происходил этот запах, уже было достаточно, чтобы его послали в отдел революционных проектов. The sentences to the RPF were not pronounced in terms of years. Приговоры, они не определялись, то есть не говорили, сколько там лет или месяцев ты будешь сидеть. But you had to work your way through a program that could take many years. Но необходимо было пройти через программу, и это пройти до ее завершения могло занять много лет. RPF members did hard, dirty physical work. То есть приговоренные, осужденные в отряде революционных проектов должны были делать самую грязную и тяжелую физическую работу. They received 1/4 of the pay of regular Scientology Sea Org members. Они получали только четверть того жалования, которое получают обычные члены морской организации. So when I was assigned, at that time I was getting $17.20 a week. Yes. То есть, когда я был в морской организации, моя жалоба составляла $17 и 20 центов в неделю. And in the RPF, I received $4.30 a week. И в отряде революционных проектов я получал $4.30 в неделю. RPF members were not allowed to talk to other crew members unless they were spoken to. Они не имели права говорить с саентологами, членами отряда революционных проектов, только отвечать на поставленные вопросы. They had to run everywhere. Они должны не ходить, а должны были всюду бегать. They wore black boiler suits everywhere. Они всюду ходили в специальных таких черных комбинезонах, это была их постоянная форма, не имели права на другую одежду. For the slightest infraction, they had to run up and down stairs and perform other physical punishment. За любое нарушение они должны были бегать вверх-вниз по ступенькам и другие разные физические наказания. And they were subjected to endless hours of what are called security checks. И они подвергались бесконечным часам того, что называлось проверками на безопасность или профбезы. And that's when the e-meter is used as a lie detector. И тогда, когда электропсихометр используется в качестве детектора лжи. And the whole purpose of the RPF was to break the will of someone who is assigned. И вся цель отряда революционных проектов — это сломать волю приговоренного. If someone objected to the RPF, they could, or for some other minor infraction,
they could be assigned to the RPF's RPF. А если человек нарушал правила или возражал против чего-то внутри отряда революционных проектов, то его могли назначить, приговорить к заключению в отряде революционных проектов, отряда революционных проектов. Which was an even more degrading experience. The person was guarded full time. Что было еще более такой разрушающий опыт тогда внутри, тогда человека 24 часа в сутки охраняли. And could not speak. Он вообще не мог, ему запрещалось говорить. And this could go on for an indeterminate amount of time. И время пребывания в отряде революционных проектов тоже никак не оговаривалось. Anyone who wanted to leave was locked up. Любой человек, который попытался бы уйти, вот тут же, так сказать, насильно удерживали и запирали. The RPF ate after the rest of the Sea Org crew ate whatever was left. И члены отряда революционных проектов, они питались объедками, которые оставались на столах после того, как поели члены морской организации. То есть буквально из тарелок поедать нужно было. So it was meant to be a degrading experience. Так что все это было такой унижающий опыт для того, чтобы сломать человека. They killed something in this project. Somebody. Вот тут вопрос. Давайте по очереди. Добрый день. У меня коротко 3 вопроса. Если можно. Первый вопрос. Да, хорошо. Вы пришли в 69 году в Саентологию. И в 71-м вы уже возглавили разведку, начиная с посудомойщиков. Какие такие ваши удивительные способности понравились Хаббарду, что вам доверили такую должность? I was actually the intelligence officer beginning in 1974. Вообще-то я, значит, возглавил разведку, начиная с 1974 года. And I really don't know why, except that I was a very compliant. Я не знаю почему, кроме того, я не знаю почему, но только что я был очень покладистый. And I had basic street sense, street smart. И у меня был такой просто, житейская способность выкручиваться, скажем так. And I had been, by that time, I had been inside for 5 years. В это время я уже был 5 лет в саентологии. And had, in that capacity, already dealt with outside people in my capacity as legal officer and then public relations officer. И у меня уже был опыт, как иметь отношения с внешними людьми, поскольку вначале я, соответственно, вот юридический отдел и потом пиар. I knew how to write. Ну, я хорошо умел писать, ну, в смысле, грамотно и хорошо излагал мысли. And I had very high test scores. И у меня были очень высокие тестовые показатели. So I think that Hubbard and his people took these things into account. They needed somebody, and by a series of ironies, they decided on me. Так что я думаю, Хаббард и его люди, они все это приняли во внимание, и вот так иронически случилось, что они остановили свой выбор на мне. At that time, too, I also had an affinity for intelligence. И в то время мне, так сказать, очень нравилось собирать информацию. So I was not a security risk. Я не представлял никакой угрозы для безопасности секты. And I think I was simply in either the right or the wrong
place at the right or wrong time, depending on how you look at it. Ну и просто можно сказать, что я оказался, можно сказать, либо в нужное время в нужном месте, или наоборот, в зависимости от вашего взгляда, в ненужное время в ненужном месте. Газета «Православная Москва». Вот у вас такое впечатление, что сейчас вся ваша жизнь посвящена борьбе против этой секты. Вы обречены на эту борьбу. И у вас, наверное, были какие-то свои планы, свои цели, какие-то жизни светлые до этого. У них ощущение какой-то горести, что это время прошло на эту борьбу. Она отнимает все силы, все ваши, так сказать, время. Ну, вы должны были какие-то свои цели, а их из-за этой борьбы свои реализовать в своей жизни. Нет такой ощущения горести. И хотя бы тоже христианское православие получше. Времени на это не остается, да? When I reflect on it, когда я думаю об этом, there are times when naturally I have some regret about the precarious situation that I'm in. Конечно, бывают времена, когда у меня возникает сожаление относительно той ситуации, в которой я нахожусь. But when I reflect a little deeper, I have to be grateful for the experience that I was given. Но когда я немножко больше думаю об этом, я думаю, я должен быть благодарен за тот опыт, который был мне предоставлен. And the opportunity that I have even now is something that no one has to do. И собственно, те возможности, которые у меня есть даже в данный момент, потому что это то, что, собственно, никто другой не делает. You don't have to go to prison to experience freedom. Что не обязательно попадать в тюрьму, чтобы испытать, что такое свобода. But at the same time, you can get out of the prison experience something that is valuable, and in this case, something which can help others so they don't have to do it. Но даже если вы были в тюрьме, вы тоже можете оттуда вынести полезный опыт, что-то, что полезное и для вас, и что-то, что можно рассказать другим людям, чтобы они не переживали этого опыта. So in that sense, I don't consider that my life is a total waste. Так что в этом смысле я не считаю, что моя жизнь была полностью растрачена впустую. Можете ли вы назвать социальные сети в интернете, которые созданы и поддерживаются саентологами? Oh. Well, yes, there are. Scientology has a very large internet presence. Саентология очень так сильно присутствует в интернете. It has agents on the internet. У нее свои агенты, которые работают в интернете. It hires outside professionals. Она нанимает людей, не саентологических профессионалов. Computer, internet, security professionals. И профессионалов компьютерной безопасности, интернет-безопасности. And they use the internet to attack their opponents. Они используют интернет для того, чтобы нападать на своих противников. But the internet is a
a great leveling of the battlefield. Но интернет это вот такое удивительное поле для борьбы. And because Scientology's opposition has truth on its side, ну, потому что те, кто против саентологии, на их стороне истина, then ultimately the internet and all forms of communication assist the opposition more than they assist Scientology. Поэтому на самом деле интернет больше помогает тем, кто против саентологии, чем самой саентологии. I don't think that they have separate networks, but they use those networks to use those forms. Да, я не думаю, что у них есть свои собственные социальные сети, но они используют все имеющиеся. They have an in-house, yes, they have their in-house network, which is not accessible. So they are connected themselves. Есть внутри саентологическая сеть, которая извне недоступна, где они сами между собой общаются. Еще вопрос. Давайте, у кого микрофон в руках? Вечер добрый. Будьте добры, скажите, пожалуйста, вы как офицер Сиорга, скорее всего, имели доступ к дневникам самого Хаббарда, и можно ли оценить, чего там больше, сатанизма в связи с контактами Хаббарда с Парсонсом, да? Либо там больше фантастического бреда самого Хаббарда? И вдогонку тоже вопрос по ресурсу организации. Примерно половину бюджета саентологи тратят на юридические преследования подавляющих личностей. Вот еще есть целевые программы по вербовке, в частности, студентов юридических факультетов российских вузов. Вот можно тоже примерную оценку, такую экспортную, сколько примерно тратится бюджета на вербовку новых членов организации, целевую вербовку. Сначала по дневникам Хаббарда, оккультизм и фантастика, и потом по бюджету, если можно. Спасибо. What's more in Hubbard's personal diaries, or more Satanism and occultism of Hubbard himself? That's the first question. Second question. The documents that I had possession of. Те документы, которые были у меня в руках. And many of them were entered into evidence in the first case in which Scientology sued me. Многие из них, они, собственно, были включены в судебное свидетельство в первом случае, когда Саентология меня судила. They do expose Scientology or Hubbard's occult past, his occult writings. Они, собственно, действительно выставляют на свет и хаббардовские оккультные писания, его оккультное прошлое. And there were some very important documents like that which affected me greatly. И были очень важные там документы, которые на меня оказали на меня произвели большое впечатление. These were documents which are often called affirmations or admissions. Who called them, Richard? Affirmations. No, who called them, Richard? You said somebody called them. No, they're often called. Да, это те документы, которые часто называются заявления или признания. And this is a record that Hubbard kept, in which he programmed himself. Это те записки, которые Хаббард вел для того, чтобы сам себя программировать. And he writes such things as "Men are my slaves." Где он, например, пишет, что все люди мои рабы. So they are the writing of a person who is trying to program power into himself. Явно он пытается себя запрограммировать на власть. It's an occult practice. Это оккультная практика, очевидно. And the documents also expose his relationship with
Parsons and Crowley. И документы, они также доказывают его, то, что у него были связи, близкие отношения с Парсонсом и связи с Кроули. They expose his own considerations about his sexual prowess and sexual inadequacy. И они также показывают то, что он думал о своих собственных там, сексуальных способностях и определенные его сексуальные ненормальности. There's evidence there of his drug consumption. Там есть свидетельства также о том, что он употреблял наркотики. And even while he was on the ship many years after this, he was dosing himself with testosterone. И даже когда он был на корабле, и много лет спустя, он себя накачивал тестостероном. In my observation, that's how he maintained his aggressive nature. И я думаю, что таким образом он поддерживал свою агрессивную природу. And his bulk. He was a very big, bulky man. И свою, так сказать, корпулентность, потому что он был очень большой, такой корпулентный человек. But he gave the signs of someone who was taking hormones.